Здравствуйте, вы смотрите программу «Диалог». Сегодня в гостях Денис Владимирович Белозерцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ханты-Мансийску и району. Денис Владимирович, тема у нас сегодня «Особый противопожарный режим». Что это вообще такое? Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти, органами местного самоуправления на определенный период времени при повышении пожарной опасности на определенной территории. Какие причины должны быть для его введения? Причинами введения особого противопожарного режима зачастую служит негативная оперативная обстановка, связанная с пожарами на территории муниципального образования, возникновение лесных пожаров. Иные причины могут послужить. Также вводится с целью недопущения нарушения требований пожарной безопасности гражданами и организациями в условиях, в данный момент это весной, когда у нас еще трава зеленая не вылезла, много сухой прошлогодней травы, с целью недопущения возникновения ландшафтных и природных пожаров. Скажи, вот у нас в Ханты-Мансийске сейчас как раз такой режим и действует. Насколько вообще вероятно здесь, на территории нашего города и района, то, что из-за какой-то маленькой оплошности могут быть очень печальные последствия? В городе Ханты-Мансийске постановлением администрации города Ханты-Мансийска введен особый противопожарный режим с 30 апреля до особого распоряжения. На территории Ханты-Мансийского района и сельских поселений Ханты-Мансийского района особый противопожарный режим снят. Какие могут быть последствия? Последствия могут быть непредсказуемые абсолютно. Вы прекрасно понимаете ландшафт и водные преграды Ханты-Мансийского района. Да? Малейший костер непотушенный, брошенная в сухую траву непотушенная сигарета может привести к возникновению пожара. Пожар может быть обнаружен довольно-таки поздно. Пожарные подразделения своевременно не смогут прибыть вследствие того, что у нас местность довольно-таки сложна, что приведет к развитию пожара на большие площади. И при определенных погодных условиях данный пожар довольно-таки тяжело будет ликвидировать. Угу. Скажите, а вот в этот особый противопожарный режим что запрещено делать? В особый противопожарный режим запрещено строго правилам противопожарного режима Российской Федерации использование открытого источника огня, в том числе и для приготовления пищи. Все мы можем наблюдать, как ежедневно в средствах массовой информации у нас публикуются сведения о произошедших природных и ландшафтных пожарах, последствиях. У нас сотни сгоревших домов в различных регионах, тысячи гектаров леса, которые сгорели уже в настоящий момент. То есть необратимые последствия произошли. Вот скажите, открытый источник горения, что подразумевается под этим? Это костры или что это такое? Костер, в мангале угли для приготовления пищи. Это любой источник открытого огня. Сжигание травы, сжигание мусора. Даже на территории своего двора? Даже на территории своего двора. Скажите, а вот если, например, скажем, прямо люди идут на шашлыки, например, могут ли они это делать в специально обустроенном месте? У нас есть такие места в Ханты-Мансийске и в лесных массивах, в том числе, где там мангалы стоят, беседки, все. И могут ли они это делать, скажем так, в тех местах, которые, в принципе, юридически себя так и оформили, как для приготовления отдыха и так далее? Постановлением администрации города Ханты-Мансийска 299 от 2018 года у нас предусмотрены места для приготовления пищи, места отдыха. На сайте администрации они официально размещены. Это постановление, там указаны места отдыха, их количество около 30 штук. Но в условиях особого противопожарного режима запрещено разведение костров, в том числе для приготовления пищи, использование открытого огня. Даже в тех местах, как Хвойный Урман, у нас постановление действует на всей территории города Ханты-Мансийска. Запрещено использовать огонь для приготовления пищи. Скажите, а за пожарной безопасностью кто следит? Сотрудники МЧС? С начала пожароопасного периода, с 22 апреля текущего года, в городе Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе работают патрульно-контрольные группы. В состав патрульно-контрольной группы входят сотрудники отдела надзора деятельности, представители Управления гражданской защиты населения города Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района, сотрудники полиции, Управления муниципального контроля администрации города Ханты-Мансийска, представители природного парка Самаровский Чугас. Ежедневно по разработанным маршрутам патрулирования выезжают
патрульно-контрольная группа с целью предотвращения возникновения пожаров, фиксации нарушений, привлечения граждан к административной ответственности, а также в целях профилактики данных правонарушений. А вот по поводу профилактики, как она ведется вообще? Профилактика в целом с начала пожароопасного периода ведется во всех направлениях. Сотрудниками отдела надзорной деятельности еженедельно проводятся выступления на родительских собраниях в школах, в детских садах, проводятся занятия с детьми в детских садах, направляются информационные письма председателям садово-товарищеских кооперативов, гаражно-строительных кооперативов. Те, в свою очередь, проводят профилактическую работу, раздают агитационный материал, размещают на стендах, на информационных стендах данный агитационный материал. Большую работу проводят управляющие компании. Они в подъездах, в лифтовых холлах размещают агитационный материал, разъясняют требования пожарной безопасности. Также проводят инструктажи. Большую работу проводят у нас главы сельских поселений. Своими силами они создали патрульно-контрольные группы, патрульно-маневренные группы. Ежедневно проводят по определенным маршрутам обход населенных пунктов, разъясняют гражданам требования пожарной безопасности. Также на информационных стендах размещают данную информацию. Весь агитационный материал также публикуется на информационных сайтах муниципальных образований, на страничках в социальных сетях, в мессенджерах. Переписка везде ведется в полном объеме. Я уверен, что каждый гражданин, проживающий в городе Ханты-Мансийском районе, был ознакомлен, как, что правильно делать, как необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Каждый гражданин понимает, какие элементарные требования пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, не допустить его. Скажите, вот по поводу нарушений. Сколько уже с начала введения противопожарного режима особого уже было их зарегистрировано, этих нарушений? Так, к административной ответственности с начала введения особого противопожарного режима привлечено 6 граждан уже. За аналогичный период прошлого года к административной ответственности привлекли 14 граждан. А какое наказание вообще предусмотрено? За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по статье 20.4, часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Санкция статьи: на граждан штраф от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических от 200 до 400 тысяч рублей. Скажите, а вот когда вот патруль, например, заступает, скажем так, в работу, они выезжают в лесной массив и так далее, особенно в теплую погоду, как, например, сегодня, или как на майские праздники, как реагируют вообще жители, которых вот они поймали, там составили административный протокол? Они понимают вообще, что они действительно нарушают закон, или есть дебоширы? Обычно граждане реагируют, удивляются. Мы не знали, мы не в курсе, почему вы нас привлекаете к административной ответственности. Когда инспектор им начинает объяснять, что вот там-то, там-то опубликовано, что в газете, на информационном сайте, на сайте администрации города Ханты-Мансийска опубликовано постановление о введении особого противопожарного режима. Вы должны были знать, вы должны были прочитать. Некоторые осознают свою вину, раскаиваются, но есть люди, которые просто начинают пререкаться, противоречить, в результате чего приходится привлекать сотрудников полиции. Скажите, а вообще вот патруль, скажем так, разберем ситуацию, он приехал, условно, в 12 часов дня на какое-то место, составили административный протокол, уехали. Велика вероятность, что люди продолжат все-таки свой пикник. Возвращается ли туда патрульная группа снова? Когда составляем мы протокол об административном правонарушении, лица сразу прекращают свои противоправные деяния, они тушат угли. В дальнейшем, да, возможно, что когда эти люди уедут, приедут другие, но у нас граждане в городе Ханты-Мансийске, они настроены так, что они звонят по телефону в пожарное подразделение, либо в полицию, сообщают о том, что они видят дым, либо люди нарушают что-то. Тогда выезжает дежурный у нас дознаватель, дежурный инспектор. Все понятно. Спасибо вам большое за информацию. Я напоминаю, что сегодня в гостях Денис Владимирович Белозерцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ханты-Мансийскому району. Это была программа «Диалог». До свидания.